Здравствуйте! В этом видео мы поговорим о депортации и высылке иностранцев из Республики Беларусь. Иностранцы, которые нарушают правила пребывания или совершают административное правонарушение, могут быть высланы или депортированы из Республики Беларусь. Простыми словами, депортация или высылка это когда иностранца заставляют покинуть территорию Беларуси и потом запрещают въезжать в течение какого-то времени. Высылка или депортация могут быть как добровольными, так и принудительными. В первом случае иностранцу дают срок для сбора вещей и разрешают выбрать, на чем ему выехать из Беларуси. А во втором же случае немного все сложнее, потому что иностранец находится в местах содержания под стражей до самого его выезда за пределы Беларуси. И способ, как покинуть страну, определяют сами органы власти, которые решили депортировать или выслать иностранца. Вроде бы это схожее понятие депортация и высылка, но это не одно и то же. Давайте разбираться. Депортация – это вид административного наказания, такой как штраф, предупреждение или арест. Она применяется за определенное правонарушение, например, незаконное пересечение границы Беларуси, либо нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан. То есть за отсутствие регистрации, работа без разрешения на работу, приезд в Беларусь без визы, когда она нужна и так далее. Высылка же немного другое понятие. Она применяется в интересах национальной безопасности Беларуси, общественного порядка, защиты здоровья населения, прав и свобод граждан. То есть высылка применяется, если иностранец часто, 5 и более раз за год, нарушает закон. Ну или хотя бы один раз совершит серьезные нарушения. Например, умышленное причинение телесного повреждения, либо мелкое хулиганство. Также, если он совершит такое правонарушение, как распитие алкогольных напитков, либо потребление наркотических средств, либо присутствие в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, либо на работе. Также высылка может быть применена за одно нарушение, такое как вождение в состоянии алкогольного опьянения. При применении депортации или высылки решается вопрос о сроке запрета въезда иностранцу в Беларусь. Если была применена депортация, то срок запрета может быть от 6 месяцев до 5 лет. После высылки же этот срок от 6 месяцев до 10 лет. Срок запрета въезда в Беларусь устанавливается с учетом тех обстоятельств и нарушений, которые и послужили основанием для депортации или высылки. То есть, чем серьезнее нарушение иностранца, тем дольше ему будет запрещено въезжать в Беларусь. Также важны сведения, которые характеризуют личность иностранца. Это значит то, что будет важно, нарушал ли он раньше закон, есть ли у него родственники в Беларуси, есть ли имущество, как долго живет он в Беларуси, ну и такая вот информация. Решение о высылке или депортации можно и нужно обжаловать. Важно помнить, что срок для обжалования депортации всего 5 дней с момента объявления решения о депортации. Решение о высылке же обжалуется в течение 1 месяца с объявления такого решения о высылке. Если иностранец подал жалобу на решение о депортации или высылке, то такая жалоба будет рассматриваться вышестоящим органом. И на срок рассмотрения он будет спокойно находиться на территории Беларуси. В последующем же, если вышестоящий орган оставил решение о высылке либо депортации без изменения, то можно в дальнейшем обжаловать такое решение в суд. И обжалование во всех судебных инстанциях занимает очень длительное время, от 2 до 3 месяцев. И все это время иностранец может легально находиться в Беларуси. Надеемся, вы не столкнетесь с такой проблемой, но все же, если вам грозит депортация или высылка, вы можете обратиться за помощью к нам. Наши адвокаты имеют большой положительный опыт представления интересов клиентов по вопросам обжалования депортации или высылки. Не нарушайте закон, не нарушайте правил пребывания
и до встречи в новых видео.